Друзья, всем привет! В этом видео мы с вами порассуждаем на такую тему, а какой статус могут получить украинские беженцы после 4 марта 2026 года, если, не дай бог, конечно, к тому времени не закончится, не прекратится война в Украине. И как раз в этом видео мы над этим порассуждаем. Смотрите, официально временная защита для украинских беженцев продлена до 4 марта 2026 года. И это все сделано согласно на основании и как указано, предписано в нормах директивы 2001/55/ЕС. Значит, и это последнее продление. И то, когда его продлевали, там многие юристы европейские спорили, что нельзя продлевать, надо было менять там и так далее. То есть были споры. Но, скажем так, продлили и продлили. Все. То есть оно действует. Но это последнее продление. То есть после 4 марта 2026 года не может быть уже временной защиты. Она в любом случае будет прекращена. И ее нельзя, согласно этой директивы, продлевать. То есть или принимайте новую директиву, но это не так просто. Да? Но эта временная защита, вы должны понимать, после 4 марта 2026 года все. Она уже действовать 100% не будет, согласно именно этой директивы. Непонятно, к тому времени прекратится война в Украине, не прекратится. И какой статус могут получить, если, например, война, не дай бог, не прекратится, украинцы, да, после 4 марта 2026 года. Тут есть два варианта. Значит, первый вариант — Германия. Мы сейчас говорим о Германии. Германия может принять на национальном уровне изменения в свое национальное законодательство и вот этими изменениями предоставить гражданам Украины какой-то определенный там вид на жительство. Но, еще раз повторюсь, это надо проголосовать и внести изменения в национальное законодательство. Это первый вариант. И второй вариант. В принципе, у граждан Украины, да у любого человека есть право подать ходатайство о предоставлении убежища властям Германии согласно Конвенции ООН о статусе беженца. Вопрос другой. Удовлетворят ли такое ходатайство, если основание? Это вопрос другой. Мы говорим о праве. Такое право есть. И, между прочим, это право закреплено в директиве 2001/55/ЕС, которой была в территории Европейского Союза введена временная защита для украинцев. Там есть статья 17, вот что там написано. Лица, получающие временную защиту, должны иметь возможность в любое время подать ходатайство о предоставлении убежища. Рассмотрение любого ходатайства о предоставлении убежища, не рассмотренного до окончания срока временной защиты, должно быть завершено после окончания этого периода. То есть можно подать ходатайство, там, к примеру, в феврале 2026 года, если понимать, что война не будет прекращена, о предоставлении в Германии статуса беженца, то есть убежища. И когда временная защита в марте 2026 года будет прекращена, то человек будет находиться в статусе, значит, такого лица, которое подало ходатайство о предоставлении убежища. Ну и, соответственно, у него будут все права официально находиться на территории Германии. Понятно, да? И как раз таки подавать, вот согласно этой директивы, и рассматривать это ходатайство будет правительство, то есть власти Германии. Также есть статья 19, и вот что там написано в этой статье. Если после рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища лицу, которое имеет право на временную защиту или пользующемуся ею, не предоставляется статус беженца, то есть отказывают в предоставлении статуса беженца, или в соответствующих случаях иной вид защиты, государство-члена без ущерба для статьи 28 обеспечивает это лицо для того, чтобы оно пользовалось или продолжало пользоваться временной защитой в течение оставшегося срока защиты. То есть, что тут, о чем идет речь? То есть, даже сейчас может гражданин Украины, который находится в Германии по временной защите, подать ходатайство о предоставлении убежища согласно Конвенции ООН о статусе беженца. Немецкие власти рассмотрят это ходатайство, и если откажут,
то тогда гражданин Украины, он не лишается статуса временной защиты. Ну, то есть он дальше уже будет находиться под временной защитой до марта 2026 года. Если, например, власти Германии рассмотрят это ходатайство до окончания этого срока, то есть до окончания временной защиты. Понятно, да? Кстати, я так думаю, что будущий канцлер Фридрих Мерц как раз таки в своей предвыборной кампании, он это заявлял в прошлом году, там в ноябре и в декабре, там было несколько заявлений, я тоже о них рассказывал, он настаивает на том, чтобы украинские беженцы не получали денежное пособие Бюргергельд. То есть он хочет их перевести в другой статус. А в какой? Он хочет, чтобы они получали денежное пособие как беженцы из стран Африки и Ближнего Востока. Понимаете, да? Вот что тогда писали СМИ. В случае победы на выборах кандидат в канцлеры ЕС Фридрих Мерц хочет добиться того, чтобы вновь прибывающие украинские беженцы больше не получали бюргергельд, а получали пособия для лиц, ищущих убежище. То есть для лиц, как я уже сказал, для беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Ну и мы понимаем, что скорее всего Фридрих Мерц будет канцлером. И я, честно говоря, не знаю, как он будет действовать, какую он будет политику вести. И возможно, может быть, что-то для украинских беженцев и поменяется, да, а возможно, все останется по-прежнему. То есть он ничего не будет менять до марта 2026 года. Но опять же, тут очень много разных факторов, которые даже от Мерца не зависят и от Германии. Тут все будет зависеть от того, что будет происходить с войной в Украине. То есть, соответственно, если война и прекратится и будет подписан мирный договор, да, скажем так, который будет обеспечивать безопасность долгосрочную, да, там уже все, окончательный, да, и будут все это понимать прекрасно, то, соответственно, даже возможен такой вариант, я тоже об этом снимал видео, что временная защита будет досрочно прекращена, потому что имеют право, и как раз это в директиве указано, что если будут отсутствовать условия, да, и можно будет безопасно находиться, и это должна быть проводиться экспертиза этой безопасности, то есть там будут проводиться целые процедуры странами Европейского Союза, то есть будут эксперты там выезжать, смотреть, если четко скажут, что все в Украине безопасно, тогда однозначно будет временная защита досрочно прекращена. Ну вот так. Значит, если война не прекратится, тогда будем понимать. Но в любом случае какое-то должно будет приниматься решение. Я думаю, что разговоры начнутся об этом, когда будет в Германии сформирована коалиция после выборов уже. Да, я думаю, что туда ближе к лету, ближе к осени, возможно, какие-то будут уже вестись разговоры, а что делать с украинцами. Потому что вот уже не на носу, скажем так, окончание временной защиты. То есть надо будет какое-то уже заранее принимать решение. Опять же, повторюсь, в том случае это будет происходить, если война не прекратится. Если прекратится война, то тут ничего не надо будет придумывать, все просто. Прекратится временная защита, получат все письма и так далее. Кстати, сейчас уже начали иностранцы, которые на момент начала войны в Украине имели в Украине временный вид на жительство, после начала войны получили в Германии статус временной защиты, им сейчас начали приходить письма, да, кстати, и о том, что у них статус временной защиты прекращается в марте 2025 года. И там, письмо, что вы должны будете покинуть территорию Германии, там та-ля-ля, все это расписано. И предлагаются варианты. И вот одним из этих вариантов, написано, что вы имеете право, там разъяснены, вот четко указано их право и разъяснение, что вы имеете право подать ходатайство о предоставлении убежища. Четко там вот в этих разъяснениях написано. То есть человеку дают выбор, его ознакомливают, что у него есть такое право. Но опять же, повторюсь, не путайте. Право и конечный результат — это разные вещи. То есть человек может подать на предоставление статуса беженца, и ему через месяц могут немецкие власти отказать, потому что у него нет оснований. Понимаете, да? То есть вот и все. Но право такое есть. Друзья, что думаете вы по этой теме? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.